Всем привет и добро пожаловать на кухню Nordic Balance, где мы с вами вкусно, быстро, а самое главное, готовим полезную еду. Сегодня я вам предлагаю сделать одно вьетнамское блюдо, которое я попробовала первый раз в одной из провинций Вьетнама, и мне оно очень понравилось. Это называется такой, знаете, фрикадельки по-вьетнамски, но я немножко преобразовала его, и мы сегодня с вами сделаем стейки из конусной капусты именно с этим самым вьетнамским фаршем. Сейчас я вам расскажу. Значит, главный виновник Рождества у нас будет вот конусная такая капуста. Я выбрала такую побольше, чтобы наши стейки были крупными. Я порезала их на вот такие вот стейки, как я уже сказала, да, и они у меня где-то 1,5-2 сантиметра. Посмотрите, кончик вот этот конуса я тоже вот так выложила, и будет тоже чудесно смотреться. Что нам для этого блюда понадобится? 800 грамм фарша, который у меня смешанный, это телятина и свинина, значит, 4 зубчика чеснока, 1 перчик чили свежий, 3 сантиметра корня имбиря, 4 перышка зеленого лука, 1 средняя луковица, репчатый лук, где-то грамм 150-200 тертого сыра моцарелла, может быть любой другой сыр, чайная ложка паприки, 1 яйцо и 2 столовые ложки соевого соуса. Ну что, снимаем колечки, обручальные, венчальные, и начинаем процесс вымешивания нашего фарша. Все будет быстро, ручки чистые. Я беру наш фарш и просто-напросто смешиваю все ингредиенты, которые я только что вам перечислила. Чесночок. Ко мне пришел Феликс. Чили. Теперь мы сюда добавляем имбирь. Все быстренько. Запах у нас совершенно великолепный в кухне, потому что вот это сочетание имбиря, уже какое-то такое азиатское, зеленый лучок, соевый соус, паприка, уже какое-то такое у нас настроение азиатское, да? Блюдо полезное, вкусное. Этот фарш, он будет очень таким острым, и поэтому он великолепно будет сочетаться с нашей капустой, которая, не имеет такого какого-либо специфического вкуса, да. Паприку отправили. Теперь 1 маленькое яйцо. И сюда же я выливаю соевый соус. Вот и все, друзья. Теперь мы начинаем все это чистыми ручками вымешивать. Я предпочитаю всегда это делать именно руками. Немножко сейчас помешаю и потом вымешаю именно ручками. Все будет вкусно, быстро, полезно. Вы можете к этому блюду сделать какой-либо ваш любимый салат зеленый. Все, видите, я вот до такой консистенции ложечкой вымешала. И теперь начинаем ручками вымешивать. Вот так у нас выглядит наш фарш. Видите, я его хорошенько вымешала. И теперь чистыми влажными ручками будем выкладывать мясо поверх нашей капусты. Капусту совершенно не нужно ничем смазывать, никаким маслом. Почему? Потому что в нашем фарше уже есть все специи. И это будет придавать нашей пресной капусте такой пикантный вкус. Просто в произвольной форме вы выкладываете а-ля стейк. Все это очень хорошо пахнет. И будет такое, знаете, гармоничное у нас блюдо. На эти треугольнички я также выкладываю аккуратненько. Ничего страшного, что они будут другой формы у нас. Но это точно так же хорошо запечется. И будет также вкусно. Фарш, естественно, немножечко уменьшится в объеме, когда будем запекать. Это естественный процесс, да?
Вот так выглядит наше блюдо до запекания. Теперь я отправляю этот противень со стейками в духовку, уже разогретую, до 185 градусов, где-то на минут 30-40. Смотрите по вашей духовке. А когда фарш начнет, как бы термически будет обработан, будет выглядеть, знаете, с румяной корочкой, тогда мы вытащим наше блюдо и обязательно присыпем его тертым сыром. Ну, до скорой встречи! Ну вот, прошло 40 минут, наша духовка уже пипикает, и наши чудесные бургеры полезные выглядят вот так вот. Теперь мы их, как я обещала, присыпем сыром. Я пока прикрою духовку. Вы, наверное, обратили внимание на то, что я не добавляла соль в фарш. Почему? Потому что, во-первых, у нас в фарш идет соевый соус. И, во-вторых, потому что мы все это сейчас присыпаем тертым сыром. И он также даст такую некую пикантность нашему блюду. И соль. Вот так вот присыпем. И когда мы это все оформим с вами, мы сейчас отправим это все в духовку еще на 10 минут. Запах чудесный у нас в кухне, благоухает, все так красиво, настроение у нас чудесное. И последнее мы присыпем так. Еще вы можете при подаче припудрить, как я говорю, немножечко семенем сезамфрю. Это у нас кунжутные семечки называются по-русски. И тоже это даст такую вот вьетнамскую нотку к нашему блюду. Все красиво. И отправляемся еще на 10 минуточек в духовку. Вот наше блюдо и готово. Посмотрите, каким оно получилось. Какие они все красивые, эти стейки, подрумяненные. Теперь мы их выложим красивенько на тарелку. Я только выключу духовку. Я решила даже не делать салат, а просто взяла салатные листья, немножко черри помидорчиков и кинза. Пару листиков кинзы. Какое же блюдо азиатское без кинзы, скажите. Также у нас кунжутное семя и немножечко соевого соуса, но это опять же по вкусу. Посмотрите как, чтобы у вас не было пересоленное блюдо. Ну что, я возьму, пожалуй, вот этот стейк. Он не совсем такой огромный, чтобы вас не испугать. Выложу его вот так вот сюда красивенько на тарелочку. Теперь я его присыплю кунжутным семенем. Должно быть очень вкусно. Я это знаю, я это пробовала во Вьетнаме, как я уже сказала. И, конечно же, немножечко моей любимой специи кинзы. Все, и как я уже отметила, если вы захотите, то вы можете всегда немножечко добавить или дополнить это блюдо соевым соусом. Посмотрите, какая у нас гармония, симфония и красота. А как это все пахнет! Жаль, что камера не может этого всего передать. Дорогие мои друзья, кушайте вкусно, разнообразно, красиво. И помните, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Спасибо, что были со мной сегодня. Рада была вам показать мой новый рецепт. И до новых встреч с вкусными рецептами. С вами была любящая вас Виктория. Пока!